В обновлении 9.3 в игру добавилось 6 легких танков, была переделана карта Мураванка, расширился функционал укрепрайонов и была перебалансирована некоторая техника. Подробности вы узнаете из этого обзора. Одна из главных особенностей обновления – введение в игру новых легких танков старших уровней у СССР, Германии и США. В советском дереве исследований появилось два новых танка – ЛТТБ и Т-54 облегченный. ЛТТБ очень похож на легендарный Т-52. Та же высокая максимальная скорость, та же отличная маневренность. Но самое главное – большая удельная мощность, которая позволяет ЛТТБ чрезвычайно быстро набирать скорость и не терять ее на подъемах или при поворотах. Так что ощущения от игры на этом танке практически такие же, как когда-то были от Т-52. Т-54 облегченный, как ясно из названия, это модификация среднего танка Т-54. Проигрывает одноклассникам в динамике, но отличается комфортным орудием и отличным бронированием. Один из очень немногих легких танков, который при правильном применении может стабильно выдерживать попадания техники своего уровня. У США появились три новых ЛТ – Т-37, М-41 Уокер Бульдог и Т-49. Все они отличаются отличной динамикой и обзором, а их орудия точны, скорострельны и быстро сводятся. Отдельно отметим, что на М-41 можно поставить орудие с барабаном на 10 снарядов, которое позволяет ему за 20 секунд уничтожить большинство семерок и многие восьмерки. Но не забывайте, что это все-таки легкий танк с малым запасом прочности, так что цели нужно выбирать с умом. Впрочем, вместо барабана можно поставить чуть менее скорострельное, но гораздо более точное орудие с еще большим уроном в минуту и обеспечивать команде стабильную огневую поддержку. На Т-49 можно поставить уникальное 152 мм орудие. Базовый снаряд «Фугас» наносит колоссальный урон за выстрел, но играть на Т-49 с этим орудием существенно сложнее. Низкая точность, медленное сведение и долгая перезарядка заставляют пересмотреть привычную тактику игры и искать новые, необычные способы применения машины. Другое орудие подойдет для любителей классических светляков или игры в качестве танка поддержки. В немецкой линейке легких танков появился Ру-251. Это один из самых быстрых танков в игре, да еще и с хорошим для легкого танка орудием. Так что на новом немецком ЛТ, помимо света, можно поддерживать союзников огнем издали, при необходимости быстро меняя позицию. Новые ЛТ получились разнообразными в применении и смогут порадовать всех любителей динамичной игры. Также были перебалансированы параметры некоторых уже существующих машин. Самое заметное изменение произошло с советским тяжелым танком КВ-1С. Он был полностью переработан и переехал на 5-й уровень. А на 6-м теперь находится КВ-85, который многое унаследовал от старого КВ-1С. Например, полюбившееся игрокам 122 мм орудие. Более подробно о балансных изменениях техники можно прочитать по ссылке на экране. Были переделаны в HD качество модели танков Т-34, ИС-7, ИСУ-152, М5 Стюарт, М3 Ли и Ягд Пантера. Новые ЛТ тоже пришли в игру в HD. В обновлении 9.3 была серьезно переработана карта Мураванка. Сама карта стала больше и просторнее, а базы переместились ближе к центру. Помимо этого сильно поменялся так называемый лес, а также первая и вторая линии. Изменения на карте столь велики, что теперь бои на ней будут проходить совершенно по-другому, более напряженно и динамично. Функционал укрепрайонов вновь расширился. Появилось новое здание – канцелярия. Оно позволяет взять случайную боевую задачу, которую надо выполнить за 2 часа. Награда определяется тоже случайным образом. Добавлена возможность брать с собой в вылазки до 5 друзей-легионеров, даже если они не состоят в вашем клане. Еще больше нововведений сейчас тестируется и будет доступно совсем скоро. Помимо всего вышесказанного, в игровом процессе появился целый ряд заметных изменений. Многие объекты окружения стали вести себя намного реалистичнее. Цистерны, бочки с топливом, автомобили, канистры и ящики со снарядами теперь взрываются и горят при уничтожении. Эффекты уничтожения техники мы тоже переработали и расширили. Теперь выгорание боеукладки, подрыв боеукладки, взрыв топлива, уничтожение тараном или из-за падения, контузия экипажа, затопление и обычное уничтожение танка выглядят по-разному. В игре появилась автоматическая система штрафов за бездействие и выход из боя до уничтожения танка.
Это серьезно поможет в борьбе с любителями неспортивного поведения. Снаряды перестали пропадать после рикошета вне танка. Теперь они продолжают движение дальше и могут нанести урон другой технике. Решена проблема с пожарами у некоторой техники 7-10 уровней с передним расположением трансмиссии. Теперь танк сможет загореться только от попадания в сам двигатель. Повреждения трансмиссии вызывать пожар не будут. Ну и, наконец, если танк тонет из-за сбитой под водой гусеницы, уничтожение танка будет засчитано тому, кто эту гусеницу сбил. И на этом все. Более подробный перечень изменений можно найти по ссылке на экране. Удачи на полях сражений!